Сяо Янь расправился с небесными фениксами, окончательно разрушив планы драконов 3 вражеских островов. А далее начинается самое интересное. Сяо Янь спас Хэйцина и Джули и буквально расправился с 2 старейшинами на уровне мнимого святого. Но больше всего его беспокоило положение Цзэянь. Мы уже прекрасно знаем, что Цзэянь достигла 4-й звезды святого, поскольку окончательно вышла из уединения. Именно Цзэянь сейчас стояла на пути 3 драконьих королей и сдерживала их мощь, иначе Восточный остров был бы моментально захвачен. А кто еще, помимо Цзэянь, были сильными экспертами, ее союзниками? 1-й и 2-й старейшины Восточного острова на уровне святого, о них мы поговорим чуть позже. Кроме того, нам наконец показали драконьих королей. В предыдущих видео мы часто рассматривали события этой арки драконов пустоты, но до этого 3 великих короля драконов не были официально представлены. Как вам их образ и дизайны? Напишите в комментариях. Если честно, я представлял себе их немного иначе. Итак, Сяо Янь должен был попасть к Цзэянь, которую окружили 3 драконьих короля, а для этого нужно было пробиться через сильных врагов, таких как старейшина Сюаньмо на 2-й звезде святого. По приказу Северного короля никто не должен был вмешиваться в их битву с Цзэянь. Сяо Янь уже бывал в этом царстве пустоты. Время от времени здесь вспыхивали хаотические пространственные потоки, способные насильно уничтожить даже почтенного воина. Поэтому кроме древних драконов пустоты, чья сила заключалась в пространственной энергии, сюда редко осмеливались заходить представители других рас. Для посторонних это место было безжизненной пустошью, но для племени древних драконов пустоты – настоящей святыней. Хаотические потоки не только помогали им постигать контроль над пространственной силой, но и служили средством закалки. Их разрывная мощь использовалась для тренировки и без того ужасающих физических тел. Сяо Янь оказался рядом с гигантским островом, что висел в пустоте. Над островом не прекращались яростные энергетические взрывы, полностью стирая все в радиусе километра. Вокруг острова зависло множество фигур. Эти силы образовали герметичную блокаду. Над островом парили около 20 человек. В центре сидел суровый мужчина с особенно мощной аурой, даже сильнее Хэйцина. Он был экспертом 9-го этапа почтенного воина. Он заметил приближение группы Сяо Яня вместе с Хэйцином и Джули. По его приказу в пространство устремились многочисленные столбы энергии. Но Сяо Янь вышел в свет. Его взгляд не остановился на человеке перед ним. В этот момент Восточный остров драконов был испещрен впадинами. Интенсивные сражения вспыхивали повсюду. Как же зрелищно смотрится все это в трейлере. Хотя остров драконов находился в полном хаосе, Сяо Янь увидел, что защитная линия Восточного острова драконов сократилась с внешнего региона до центрального драконьего зала. И это место находилось в центре Восточного острова. Другими словами, кроме территории вокруг драконьего зала или дворца, почти 2/3 острова уже были захвачены 3 великими драконьими островами. Ситуация была довольно плохой. Где же Цзэянь? Сяо Янь не успел договорить, как почувствовал ужасающую энергетическую пульсацию. Вдалеке 2 фигуры сталкивались с молниеносной скоростью, а после каждого удара пространство взрывалось бурями силы. Он увидел знакомую спину, фиолетовые волосы. Знакомая фигура была никто иная, как Цзэянь. Теперь она превратилась в высокую прекрасную женщину в темно-золотых доспехах. Она держала темно-золотое копье и сражалась в одиночку против 3 драконов. К этому моменту Цзэянь уже усовершенствовала фрукт дракона Феникса, подняв свою силу до уровня 4-звездочного святого. Пока Сяо Янь наблюдал битву издалека, эксперт, которого он встретил ранее, бросился в атаку. Сяо Янь мгновенно расправился с ним, тело врага распалось на кровавый туман. Старейшина Джули отметил, что скоро прибудут новые эксперты с 3 островов дракона. Сяо Янь не терял времени. Он переместил свою группу ближе к драконьему залу или дворцу, ведя Ямина и остальных. Враги попытались их остановить. Многочисленные эксперты. Сяо Янь высвободил море пламени, способное испепелять представителей мнимых святых, и мгновенно создал огненную преграду вокруг его группы, блокируя атаки врагов. Они почти мгновенно оказались над драконьим залом. В этот момент из зала на пути Сяо Яня появился огромный чернокожий мужчина с обезьяноподобным телом, первый командир западного острова драконов, Сюаньмо.
Святой двух звезд. Его удар был настолько силен, что мгновенно сотряс пространство в радиусе нескольких километров. Сяо Янь мгновенно отреагировал. Он быстро доставил всех товарищей в зал, а сам, не теряя времени, в теле гиганта бросился в лобовую атаку и столкнулся с Сюаньмо. Небо разразилось ужасной бурей, когда два могущественных эксперта вступили в бой. Сяо Янь сделал шаг назад. Напротив него Сюаньмо отступил на пару шагов, оставляя за собой темные сгустки пространства. Сюаньмо – святой двух звезд. Он ожидал легкой победы, но столкновение показало, что ни одна из его техник не смогла дать преимущество. Сяо Янь знал, что сила трех великих драконьих островов велика, а среди подчиненных Сюаньмо были истинные мастера. Если бы не его тело гиганта, укрепленное множеством природных сокровищ, и кровь дракона Феникса, он не смог бы противостоять ему физически. На высокой скорости приближались еще две фигуры. Через мгновение они оказались рядом с Сюаньмо. Три великих короля драконов скоро одержат победу. Ничто не должно пойти не так. Появившиеся старики носили зеленые и желтые мантии. Сяо Янь внимательно изучал их. Сила этих двух стариков превосходила Сюаньмо. Они были святыми двух звезд высокого уровня. Из драконьего зала два старика Восточного острова драконов появились рядом с Сяо Янь. Это первый и второй старейшина Восточного острова. Сяо Янь улыбнулся, сложив руки, приветствуя их. А старики из Западного и Южного острова Джуму и Лишань вместе с Сюаньмо считались высшими командирами трех великих островов, ответственными за наступление. Сяо Янь осознал силу противников. Обычные фракции не могли бы выдержать натиск трех святых двух звезд. Подумать только. Со стороны врагов три короля драконов на уровне святого трех звезд, плюс три главных старейшины на уровне святого двух звезд, и еще немало старейшин мнимых святых. А со стороны Цзэянь двое старейшин на уровне святого и несколько мнимых святых. С этой силой ни капельки не сравнится племя небесных фениксов, где всего трое старейшин на уровне святого. Племя древних драконов пустоты было по-настоящему могущественным, и если его реально объединить, оно не уступало бы даже клану Хунь или клану Гу. Нападавшие драконы думали, что имеют козырь, они ждали подмоги небесных фениксов. Но Сяо Янь щелкнул пальцем, и в его руке появилась человеческая фигура – Унхуан из племени небесных фениксов. Сяо Янь открыто сказал, что отправил всех фениксов обратно домой. Сюаньмо заорал от ярости. Он понимал, что их планы рушатся. Старейшины Западного и Южного островов готовились к битве. Вскоре разразилось сражение, сравнимое с бурей. Энергетические взрывы, хаос и смертоносное столкновение. Сяо Янь с невероятной силой использовал одного почтенного воина как оружие, нанося им сокрушительные удары по мнимым святым. Кровь и разрушение сопровождали каждый его шаг, но его внимание было сосредоточено на ключевом поле битвы, где решалась судьба войны. Цзэянь, его друг, была утомлена и оттеснялась комбинированными атаками трех королей драконов. Сяо Янь глубоко вздохнул, расправил огромные зелено-красные костяные крылья и бросился в бой, чтобы помочь ей. Старейшины и Сюаньмо попытались вмешаться, но Яо Мин вместе с первым и вторым старейшинами Восточного острова преградили путь. Сяо Янь устремился вперед, решительный и яростный. Он намеревался увидеть, насколько страшны три великих короля драконов, и переломить ход битвы. Вокруг него бушевала война, полная мощи хаоса и несокрушимого духа. Да, как мы видим, Сяо Янь специально приказал Яо Мину и его группе помочь острову в борьбе против Сюаньмо и остальных, а сам бросился прямо в гущу сражения Цзэянь. Четырехзвездочная святая Цзэянь вышла из уединения, обрушив на трех королей драконов свою мощь. Какие же классные эффекты показаны в трейлере. Ее копье двигалось подобно дракону, поражая когти западного короля драконов и разбивая его чешую. Южный король драконов воспользовался возможностью для внезапной атаки, но копье Цзэянь изогнулось, отразив удар, и оба были отброшены назад. Северный король драконов насмехался над Цзэянь, называя ее молодой и слабой, не способной сразиться со всеми тремя в одиночку. Но так ли это? Несколько лет прошло, как Сяо Янь снова встретил Цзэянь. Он с удивлением обнаружил, что сила Цзэянь достигла уровня четырехзвездочного Доушен, на 3 звезды выше его собственной. Потенциал родословной дракона Феникса действительно был ужасающим. Однако Цзэянь сейчас была в опасности, осажденной 3 королями драконов. Сяо Янь ясно чувствовал, что ауры этих троих были как минимум 3 звезд.
Поэтому Сяо Янь немедленно бросился к Цзэянь, чтобы оказать поддержку, и обрушил на 3 королей драконов мощный удар ладонью с неба. Цзэянь, понимая, что Сяо Янь всего лишь святой поздней стадии первой звезды, и у него нет шансов на победу, призвала его немедленно уйти. Но Сяо Янь просто сказал ей терпеливо готовиться и взял на себя сразу 3 королей дракона. Пожалуй, это один из самых героических поступков Сяо Яня за последнее время. Святой одной звезды против 3 святых на 3-й звезде. 3 великих короля драконов решили высвободить всю свою мощь, чтобы сначала уничтожить Сяо Яня, а затем заняться Цзэянь. Но получится ли у них? Прекрасно осознавая огромную разницу в силе, Сяо Янь немедленно применил один из своих сильнейших козырей – технику Доу Ци высокого класса Тянь, гнев безмятежного источника и другие сильнейшие навыки. Ждем это в сериях аниме. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.